Вы на канале Моток Декор. Я рада всех приветствовать. Меня зовут Света. В этом видеоуроке я расскажу, как связать вот такую очаровательную салфетку. Ее можно связать как с таким краем, так, например, и с таким более ажурным краем. Я расскажу про эти два способа обвязки края. Использовать сегодня я буду полиэфирный шнур 3 мм. Также мне понадобится крючок номер 4, иголка с большим ушком и ножницы. Размер данной салфетки с таким краем получается 30 см. Если вязать с таким краем, то чуть больше, примерно 31-32 см. Расход на такую салфетку приблизительно 100 метров полиэфирного шнура 3 мм. Также данную салфетку можно связать из любых других материалов, будь то шнур тоньше или толще, также трикотажная пряжа или, например, джут. Но учитывайте, что при вязании из других материалов размер салфетки будет меняться. Для выхода на 30 см вам надо будет связать либо меньшее количество рядов, либо большее. В описании к данному видео я оставлю ссылку на промокод, по которой можно приобрести материалы с отличной скидкой. Выбирайте подходящий именно вам материал. Желаю всем таких же красивых салфеток. Давайте приступать. Делаем сейчас с вами волшебное кольцо. Для этого мы берем кончик, обвиваем вот так наши пальцы. Кончик сверху, рабочая нить снизу. Далее мы с вами, получается, придерживаем это все большим пальчиком, переворачиваем и остальным пальчиком придерживаем нашу рабочую нить. У нас вот такие две ниточки на пальцах. Теперь мы крючком залезаем сначала под первую ниточку, хватаем вторую, вытягиваем ее наверх. Получается у нас вот такая петелька. Далее мы хватаем рабочую нить и протаскиваем через эту петельку на крючке. Вот такая петелька у нас получилась, которая фиксирует все колечко, чтобы оно не распадалось. Далее нам необходимо сделать 2 воздушные петельки. Мы хватаем ниточку рабочую и протаскиваем через петлю на крючке. И еще раз также хватаем нить и протаскиваем через петлю на крючке. Сейчас мы сымитировали с вами первый столбик с одним накидом, и дальше нам необходимо сделать воздушную петельку. Весь этот наш ряд будет состоять из столбиков с одним накидом и воздушная петля. Всего таких столбиков необходимо провязать 12 штук. Первый мы сделали с помощью воздушных петель, далее мы сделали воздушную петельку для перехода к следующему столбику. Дальше делаем накид, ныряем в кольцо, вытягиваем ниточку. У нас 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить, провязываем сначала 2 петельки. И далее хватаем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Так мы связали второй столбик. Далее у нас опять идет воздушная петелька. И снова столбик с одним накидом. Делаем накид, ныряем в кольцо, вытягиваем. У нас 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить, провязываем 2. И далее хватаем рабочую нить, провязываем еще 2. Сейчас у нас уже получилось 3 столбика. То есть первый, который мы сымитировали. Дальше воздушная петля. Дальше второй столбик, воздушная петля. Третий столбик. И так мы должны с вами провязать всего 12 столбиков. Провязываем далее самостоятельно. И здесь с вами увидимся. Я провязала 12 столбиков. Теперь мне осталось сделать одну воздушную петельку. И дальше мы будем с вами делать соединение ряда. Отсчитываем от самой первой петельки, где у нас был узелок, 4 петли. 1, 2, 3, 4. За вот эту 4-ю петельку мы будем с вами сейчас цепляться крючком. Итак, мы вытягиваем сначала ниточку, нашу петельку. Крючком ныряем с изнаночной стороны под эту 4-ю петельку, под обе дужки косичек. Набрасываем нашу вот эту петельку длинную, которую мы вытащили, на крючок и утягиваем на изнанку. Подтягиваем петельку, разворачиваем немножко наше вязание, чтобы было все ровно. Теперь немножко ее еще подтянем, чтобы она стала побольше. И все наше связанное полотно должно нырнуть в эту петельку. Мы вот так продеваем, кончик наш вытаскиваем. И теперь начинаем подтягивать рабочую нить. При этом уменьшается наша петелька. Подтягиваем, уменьшили петельку и теперь до конца протягиваем рабочую нить. Вот такое соединение ряда у нас здесь произошло. Кончик мы теперь можем
подтянуть до минимального отверстия. Потом мы его спрячем. Так мы связали с вами ряд, в котором у нас 12 столбиков с одним накидом, и между каждым из них у нас воздушная петелька. Далее мы переходим к вязанию следующего ряда. В этом ряду нам будет необходимо провязать 24 столбика с одним накидом. Они будут провязываться в каждое отверстие в этом парами, то есть 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. Итак, сейчас мы с вами начинаем ряд. Вот наше соединение. И прям следующее по ходу движения воздушная петелька, то есть первое отверстие, в которое мы будем с вами нырять. Мы делаем с вами сразу накид на крючок, ныряем в это отверстие, захватываем рабочую нить. У нас 2 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить, провязываем через 2 петельки. И далее делаем еще одну петельку подъема, то есть хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Так у нас получился с вами первый столбик с одним накидом. Далее мы не будем провязывать сразу второй, а будем переходить к воздушной петельке и дальше пойдем вязать по 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. А к этому столбику мы провяжем пару в самом конце, для того, чтобы наше соединение ряда было именно между столбиками, а не там, где будет воздушная петля. Итак, значит, сейчас у нас с вами один столбик с одним накидом. Далее мы делаем с вами воздушную петельку. И следующее получается отверстие. Под воздушную петлю предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем в это отверстие под воздушную петлю, вытягиваем. У нас опять 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить, провязываем сначала 2. И далее хватаем рабочую нить, провязываем еще 2. Далее у нас опять столбик в это же отверстие. Делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем сначала 2. Хватаем рабочую нить и провязываем еще 2. Далее у нас идет воздушная петля. И мы переходим к следующему отверстию. Сюда мы также провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем прямо в отверстие под воздушную петлю. Вытягиваем, у нас 3 петельки, хватаем рабочую нить, провязываем 2, хватаем заново рабочую нить и провязываем еще 2. Далее опять накид, и в это же место ныряем и провязываем также еще один столбик с одним накидом. Далее опять воздушная петля, и далее опять у нас идут 2 столбика с одним накидом. Итак, мы чередуем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. Так мы идем до конца ряда самостоятельно. Всего у нас должно получиться 12 пар по 2 столбика с одним накидом. Встречаемся с вами в конце ряда, и здесь мы с вами провяжем 1 столбик с одним накидом для вот этого столбика. Итак, я связала, получается, свои 11 пар. И сейчас делаю воздушную петельку и довязываю последний столбик к этому первому столбику, чтобы тоже получилась пара. Делаю накид, ныряю туда же, где у нас этот столбик. Вытягиваю ниточку. У меня 3 петельки. Провязываю 2 и далее провязываю еще 2. В итоге у меня сейчас 12 пар, то есть 24 столбика в этом ряду. И теперь мы делаем с вами соединение. Мы также вытягиваем петельку подлиннее, чтобы все наше полотно смогло в нее пролезть. И ныряем сейчас с вами здесь, с изнаночной стороны, за петлю, которая у нас выходит прямо из самого столбика. То есть вот наша первая петелька, второй это накид, 3 петля, и вот которая 4, которая выходит прямо из нашего столбика с одним накидом. Мы под нее ныряем, накидываем петлю и утягиваем на изнанку. Подтягиваем. И теперь все полотно ныряет в эту петельку. Убираем кончик и начинаем затягивать. Тянем за рабочую нить, уменьшаем до конца эту петлю и далее протягиваем до конца рабочую нить. Вот такое соединение у нас здесь получилось. Если вдруг вы где-то запутались или что-то пропустили, для того, чтобы распустить данное соединение, необходимо сначала залезть крючком за вот эту рабочую нить, вытянуть ее,
как бы назад. А теперь мы берем вот эту петельку нашу и начинаем ее подтягивать. Она увеличивается в размере. И теперь мы берем одну из дужек и начинаем подтягивать рабочую нить. При этом петля увеличивается. И мы обратно ныряем нашим полотном. И дальше уже можно распустить вязание, если вдруг вы где-то ошиблись. Итак, мы провязали с вами второй ряд и переходим к вязанию следующего ряда. В третьем ряду мы с вами будем провязывать 3 столбика с одним накидом плюс воздушная петля. Также будем вязать с вами вот в эти отверстия, где мы с вами провязывали воздушные петельки. И таких троек у нас будет с вами опять же 12 штук. Сейчас мы будем делать с вами первый столбик. Мы делаем с вами накид, ныряем в это отверстие, где была воздушная петелька, вытягиваем рабочую нить, далее хватаем рабочую нить, провязываем через 2 петли на крючке и далее делаем с вами воздушную петлю, то есть делаем накид и протаскиваем через петлю на крючке. Так у нас получился с вами первый столбик. Опять этот ряд мы будем с вами начинать не сразу с 3 столбиков, а начнем с 2. И третий провяжем в самом конце, опять же для того, чтобы у нас соединение ряда попадало между столбиками. Итак, один столбик мы провязали, далее делаем накид, ныряем туда же, провязываем второй столбик. Далее делаем воздушную петлю и переходим к следующей воздушной петле, то есть она будет через 2 столбика предыдущего ряда. То есть вот наша воздушная петля и отверстие. Мы делаем накид, вытягиваем ниточку, провязываем сначала 2 петельки, потом еще 2. Это первый столбик. Далее точно так же провязываем второй столбик. И также провязываем третий столбик. Вот получились 3 столбика. Далее делаем воздушную петельку. И так далее с вами идем. Опять пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. За ними идет воздушная петля. И туда мы опять провязываем 3 столбика с одним накидом. Итак, провязали 3 столбика. Далее делаем опять воздушную петлю. И так далее мы с вами идем, провязывая по 3 столбика под каждую воздушную петлю. Не забывайте делать воздушные петли между ними. Так мы идем до конца ряда. В конце здесь провяжем последний столбик к этим 2. И всего таких троек у нас должно получиться 12 штук. Провязываем самостоятельно и здесь с вами увидимся. Итак, я провязала 3 столбика. Теперь делаю воздушную петельку. И мы провязываем сейчас еще один столбик с одним накидом к вот этим 2. Делаем накид и ныряем прямо туда, откуда выходят у нас эти 2 столбика, и провязываем к ним третий столбик. То есть всего у меня получилось 12 таких троек. И теперь мы делаем с вами соединение. Также вытягиваем петельку побольше, находим петлю, за которой мы будем с вами сейчас нырять. Вот где этот столбик цепляется уже за столбик следующий, вот за эту петельку мы и будем с вами нырять. Мы за нее ныряем за обе дужки с изнаночной стороны, накидываем нашу петельку, утягиваем это все наизнанку, подтягиваем, и теперь все полотно ныряет в эту большую петельку. Протаскиваем и начинаем подтягивать рабочую нить, уменьшать эту петельку. Можно ее немножко подтянуть, чтобы она не убежала. Рабочей нитью уменьшаем петлю до конца и затягиваем все оставшейся рабочей нитью. Вот такое соединение произошло. И так мы связали с вами третий ряд. В четвертом ряду мы также будем провязывать с вами, ныряя в отверстие под воздушные петельки. Всего в это отверстие будет провязываться 4 столбика с одним накидом, но они будут вязаться парами. Будет 2 столбика с одним накидом, дальше воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом, и все они будут провязаны в одну эту петлю. Сейчас мы будем провязывать с вами сначала один столбик с накидом, делаем накид, ныряем в это отверстие под воздушную петельку, вытягиваем ниточку, у нас 2 петли на крючке,
Мы заново хватаем рабочую нить, провязываем 2 петельки и далее делаем одну воздушную петлю. Сейчас мы, получается, провязали 1 столбик и далее делаем с вами воздушную петлю. Теперь мы в это же место провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, провязываем 1 столбик и делаем накид, провязываем сюда же 2 столбик. Получается, сейчас у нас с вами 3 столбика, 2, потом воздушная петля и 1. Сюда к этому столбику мы провяжем 1 в самом конце. Опять, чтобы соединение ряда получилось между столбиками. Далее мы делаем воздушную петлю и переходим к провязыванию следующих 4 столбиков. Мы делаем с вами накид, ныряем в это отверстие, провязываем, получается, 2 петельки, потом еще 2. Далее делаем накид, провязываем сюда еще 1 столбик. Получилось 2 столбика. Теперь мы опять делаем воздушную петельку и провязываем опять сюда еще 2 столбика. Делаем накид, ныряем в отверстие, провязываем 1 и делаем еще накид, провязываем сюда еще 1. И так мы идем до конца ряда, и здесь мы провяжем последний столбик, который будет парой к вот этому первому столбику. Вяжем самостоятельно, и здесь с вами увидимся. Итак, я провязала 4 столбика, делаю воздушную петельку и провязываю последний столбик в это первое отверстие, куда мы провязали с вами первые 3 столбика с одним накидом. Итак, делаю накид, ныряю туда же и провязываю столбик. И здесь также получилось 4 столбика. Теперь мы делаем с вами соединение ряда. Опять вытягиваем побольше петлю и находим петлю, за которую будем сейчас с вами цепляться. Вот наш столбик. У него получается 1 петелька, 2 это накид, 3, и дальше из него выходит, получается, петля, которая у нас уже лежит. Мы под нее ныряем, под обе дужки косичек, то есть 1, 2, 3, под 4 петельку. Накидываем ниточку, петлю нашу длинную, и утягиваем наизнанку. Опять подтягиваем все. И все наше полотно ныряет в эту большую петлю. Так мы связали с вами 4-й ряд. И сейчас будем переходить к вязанию 5-го ряда. В этом ряду мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом под каждую воздушную петлю. Вот 1 отверстие, далее 2, далее опять между столбиками. Теперь здесь большое отверстие, потом опять между столбиками. И в каждой из них нам необходимо провязать по 2 столбика с одним накидом. Начинаем с самого первого, делаем опять накид, ныряем в это отверстие, провязываем 2 петельки и далее делаем воздушную петлю. Так мы связали с вами 1 столбик, к нему 2 мы свяжем опять в конце ряда. Сейчас мы делаем с вами опять воздушную петельку и переходим к следующему отверстию. Туда мы тоже провязываем 2 столбика с одним накидом. Один столбик и туда же ныряем, провязываем 2 столбик. Далее мы опять делаем воздушную петельку и провязываем следующие 2 столбика, ныряем уже сюда под воздушную петельку в отверстие, которое у нас между 2 парами. Делаем накид, провязываем 1 столбик, далее делаем накид, провязываем 2 столбик. И так мы с вами идем до конца ряда, провязывая по 2 столбика под каждую из воздушных петель. Доходим сюда до конца ряда. Здесь мы провяжем как раз последний столбик к вот этому нашему первому. Всего у нас должно получиться таких 24 пары. Вяжем самостоятельно, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда, провязала последние 2 столбика. Теперь делаю петельку воздушную. И мне осталось провязать последний столбик, который у нас будет парой для вот этого первого столбика. Делаю накид,
и ныряю в то место, где у нас провязан первый столбик. И провязываю также столбик с одним накидом. Итак, закончился мой ряд. И теперь мы делаем также соединение ряда. Вытягиваем длинную большую петельку. Находим петлю, за которой будем нырять крючком. Итак, это опять 1, 2, 3, 4 петля. Мы ныряем под обе дужки косички. Набрасываем эту петельку на крючок и вытягиваем наизнанку. Вот такое соединение у нас произошло. Так получается, мы связали с вами 5 рядов. Старайтесь сразу поправлять полотно, чтобы она у нас не стягивалась и принимала сразу нужную форму. Далее мы переходим к следующему ряду. 6 и 7 ряды будут вязаться одинаково. Я сейчас покажу, как связать 6 ряд, и точно так же вы провяжете потом и 7. Итак, в этом ряду, так же как мы вязали в 3-м, то есть провязываем 3 столбика под воздушную петельку в отверстие, далее делаем воздушную петлю и далее опять 3 столбика. Итак, ряд мы будем начинать с вами опять просто с 2 столбиков, и последний 3-й будем провязывать в самом конце. Итак, делаем сейчас накид, ныряем в это отверстие, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки и далее делаем воздушную петлю. Так у нас получился первый столбик. Далее делаем опять накид, ныряем в это же отверстие и провязываем второй столбик. Далее мы делаем воздушную петельку и переходим к вязанию 3 столбиков в следующее отверстие под вот эту воздушную петлю. Делаем накид, ныряем в это отверстие, провязываем 1 столбик. Далее делаем накид, провязываем в это же отверстие второй столбик. И далее делаем накид, провязываем сюда же 3-й столбик. Таким образом мы с вами будем идти до конца ряда, провязывая по 3 столбика в отверстие. И между ними будет также обычно воздушная петелька. Так мы идем с вами до конца этого ряда. Таких у нас тройных будет 24 штуки, и здесь мы с вами увидимся. Итак, я довязала 6 ряд, получается у меня 3 столбика последние, далее я делаю воздушную петлю и провязываю к этим 2 3-й столбик, ныряю туда же, делаю накид и провязываю сюда 1 столбик. Далее также делаю соединение, вытягиваю петельку и хватаю 1, 2, 3, 4 петельку. Далее у нас 7 ряд. Мы его провязываем точно так же, как вязали 6. По 3 столбика под каждую воздушную петельку. Провязываем самостоятельно и увидимся с вами уже на 8 ряду. Далее у нас с вами 8 ряд. Он будет провязываться точно так же, как вязался 4 ряд. У нас будут всего 4 столбика, разделены по парам, по 2, и между ними будет воздушная петелька. Начинаем мы опять с одиночного столбика, то есть делаем накид, ныряем сразу в отверстие, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки и делаем 1 воздушную. Далее мы сразу делаем еще 1 воздушную петельку. К этому первому, второй его столбик пару мы провяжем в самом конце. И делаем еще 2 столбика в это же отверстие. Провязываем 1 и провязываем туда же второй. Далее мы делаем воздушную петельку и переходим к следующему отверстию, провязываем сюда 2 столбика, потом воздушная петелька и еще 2. Делаем накид, провязываем 1 столбик, далее делаем накид, провязываем второй столбик, далее у нас идет воздушная петелька и далее 2 столбика также в это же отверстие. 1 и также второй. Вот получается у нас 4 столбика.
одна пара воздушная петелька и вторая пара. Далее опять мы делаем воздушную петлю и переходим к следующему отверстию. Итак, мы с вами идем до конца ряда и встречаемся с вами в конце этого ряда. Я довязала 4 столбика последних, делаю воздушную петельку и провязываю последний столбик для вот этой тройки. Делаю накид, ныряю туда же, где они провязаны, и провязываю столбик. Теперь мы делаем соединение ряда, также вытягиваем петельку, находим петельку, за которую мы будем цепляться. Раз, два, три, четыре, четвертая петелька. Теперь, чтобы не делать большую петельку, можно взять просто клубок и продеть через эту петельку. Также мы с вами подтягиваем рабочую нить, уменьшаем петельку и до конца утягиваем всю рабочую нить. Вот такая петелька у нас здесь получилась. И сейчас мы будем переходить к вязанию последнего ряда. Сначала я покажу, как закончить салфетку просто обычным краем, а во втором способе покажу, как сделать край ажурным. Итак, для обычного края мы сейчас будем с вами провязывать также под каждую воздушную петельку по 2 столбика с одним накидом, и между ними будет воздушная петелька. Таких пар у нас должно быть 48 штук. Переходим к вязанию последнего ряда. Делаем накид, ныряем сюда в отверстие между столбиками, вытащили нить, провязали 2 петельки и далее сделали петельку подъема. Это получился наш один столбик. К нему второй мы провяжем в самом конце. Сейчас мы делаем петельку подъема и мы переходим к провязыванию 2 столбиков с одним накидом вот в это отверстие. Делаем накид, провязываем один столбик, делаем накид и провязываем второй столбик. Далее делаем воздушную петельку, переходим к отверстию, которое у нас между вот этими 2 парами столбиков. Мы делаем накид и провязываем сюда также 2 столбика. Один и туда же второй. Старайтесь петельки делать равномерными, так как это будет край нашего полотна, чтобы они были достаточно ровные и одинаковые по размеру. Тогда край салфеточки будет идеально ровным. И таким образом мы вяжем с вами до конца ряда, доходим сюда и провязываем здесь для этого столбика пару, еще один столбик. И будем завершать наше вязание. И сейчас сразу я покажу, как закончить вязать салфетку ажурным краем. Мы сейчас будем с вами провязывать в большие отверстия 5 столбиков с одним накидом, а в маленькие отверстия, то есть под воздушные петельки, которые у нас прям между столбиками, мы будем провязывать туда полустолбик с одним накидом. Итак, начинаем мы ряд, получается у нас здесь маленькое отверстие, то есть между 4 этими столбиками мы делаем с вами накид, ныряем в отверстие, вытягиваем и провязываем через 2 петельки. То есть вот наш уже полустолбик готов. Далее мы переходим к большому отверстию и провязываем сюда 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид, ныряем, провязываем один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, и сюда же ныряем, провязываем 5 столбик. Старайтесь вот эти ножки вытягивать тоже равномерно, чтобы они не были одни длиннее, другие короче, чтобы все они были одинаковой длины. Далее у нас идет полустолбик с одним накидом, и мы его будем провязывать под воздушную петельку между вот этими 4 столбиками. Мы делаем накид, ныряем в это отверстие, вытягиваем ниточку, у нас сейчас 3 петельки на крючке, мы хватаем рабочую нить и провязываем сразу все 3 петельки. И далее у нас опять большое отверстие, туда мы провязываем 5 столбиков с одним накидом.
Далее опять идет у нас полустолбик с одним накидом. Делаем накид и провязываем его между 4 столбиками. 3 петельки на крючке и сразу их все провязываем. Вот такой ажурный край у нас получается. Провязываем далее самостоятельно и здесь уже с вами увидимся. Итак, я довязала свой ряд и сейчас мы будем с вами заканчивать наше вязание. Будем делать сразу соединение петелькой имитацией. Для этого мы сейчас с вами сразу отрезаем ниточку. И нам понадобится иголка с большим ушком. И сейчас мы вытягиваем вот эту нашу последнюю петельку. Вставляем в иголочку кончик. И будем делать петлю имитацию. И находим петельку, за которой мы будем нырять. Итак, у нас здесь получается первая петелька, вторая. И вот эта третья петелька, которая у нас соединяется со следующим столбиком. Под нее мы ныряем вот так с лицевой стороны под обе дужки косички. И утягиваем это все на изнанку. И теперь нам необходимо вернуться в это же место, откуда сейчас у нас выходит с вами ниточка. Мы иголкой ныряем сюда же, в эту петлю, и еще немножко поглубже нырнув за перемычки, которые идут под этими косичками. И утягиваем это все на изнанку. Теперь подтягиваем немножко петельку, чтобы она была такого же размера, как и остальные косички. И вот такое соединение у нас с вами произошло. Сейчас останется только спрятать кончики. Мы переворачиваем наше полотно и начинаем прятать ниточку под ножки вот этих столбиков. Ныряем прямо вот так под ножки и утягиваем ниточку. Далее под следующий. Сильно только не перетягивайте вот эту петельку, которая у нас была петлей имитации, чтобы она осталась таким же размером, как и остальные петли. И так далее мы прячем ниточку еще под несколько столбиков. И дальше уже можно ниточку просто обрезать. Также и с этим кончиком, который у нас был в самом начале, мы его немножко подтягиваем еще, уменьшаем отверстие. И также берем иголочку, вставляем в нее нить. И также под ножки столбиков ныряем и прячем этот кончик. Если ваш край будет просто обычным, то соединяться вы будете с 4-й петелькой первого столбика и делать обычную петлю имитацию. Итак, я спрятала кончики. Вот такая салфетка у меня сегодня получилась. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем все подскажу. Делитесь своими результатами в других соцсетях. Мне будет очень приятно. Другие мои салфетки вы сможете найти, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Обязательно переходите и вяжите с удовольствием. Жду ваши лайки, если данный видеоурок был для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, я всем очень рада. А также нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеоуроках. И пока-пока!